Hi everyone, с вами Ева Лорман, и сегодня я вам рассказываю про свои любимые расчески. Ссылка на поставщика будет в описании. Эти расчески уникальны только лишь потому, что на них нанесена разметка. Разметка нам очень нужна в технике быстрых стрижек Big Step, потому что стрижки должны быть идеальные. Погрешность даже в 5 мм играет огромную роль. И чтобы этого не получалось, очень удобно пользоваться такими расческами. Инструмент просто супер. Эти расчески появились совсем недавно на рынке. Но я находила выход из этого положения раньше, когда мне нужна была такая расческа. Я пользовалась линейками, я пользовалась метром для кройки и шитья. То есть выходила из этого положения как могла. Было даже такое, что я сама наносила разметку на расчески. И всегда мечтала о том, когда же производитель додумается нанести на расчески разметку. И парикмахерские боги услышали меня. Производители начали выпускать такие расчески. Я когда первый раз увидела их, я была просто в шоке. Потому что это очень удобно, особенно при создании симметрии стрижек. Я знаю, что практически у всех плохой глазомер, и это нормально. Некоторые не видят разницу перепада правой и левой стороны в 2-3 сантиметра. О какой точности вообще может идти речь? Let's go, друзья! Вот, смотрите, это мое орудие труда. Об этих расческах сегодня и пойдет речь. Именно этими расческами я работаю в технике Big Step. Как я уже сказала, это просто находка для парикмахеров, которые работают в точных стрижках. Мое, конечно, твердое убеждение, что все стрижки должны быть точными. Теперь рассказываю про достоинства этих расчесок. На каждой расческе нанесена разметка. Обратите внимание, например, на вот эту расческу. Эта расческа идет для мужских стрижек, а также для женских коротких или супер коротких стрижек. Расческа комбинированная, в ней сочетается зона с очень частыми зубчиками, с редкими зубцами, достаточно упругая, настолько тоненькие зубчики, что можно подстричь очень-очень коротко волосы на этой расческе. Расстояние между этими зубчиками 1,5 мм. Это считается очень частые зубчики. И этой расческой великолепно работать в быстрых и точных стрижках. Также большой плюс у этой расчески — это вот этот зубец, который позволяет нам легко отделять пряди или зоны. Вообще я люблю расчески с этими зубцами, потому что на самом деле не нужно заморачиваться дополнительными приспособлениями, чтобы точно отделить прядь. У этой фирмы расчески выходят по сериям. Если посмотреть внимательно, мы увидим, что вот, например, две очень похожие друг на друга расчески. Дальше 3 похожие друг на друга расчески, еще 3 похожие друг на друга расчески. И мы сейчас подробно обсудим, что же это за расчески. Следующая расческа после вот этой идет вот эта. У них у всех есть номера, кстати. На расческах изображены номера 336, 335. Эта расческа немного крупнее вот этой. Также нанесена разметка на обушке. Еще у этой расчески есть плюс. Вот здесь обушок сделан волнами. И сам обушок имеет такую шероховатую поверхность. Обушок — это спинка расчески. Профессиональное название этого места — обушок, ну, непрофессионально — это спинка. Если не можете запомнить слово обушок, значит, будет это для нас спинка. Вот эта спинка, она имеет шероховатую поверхность для удобства в работе, чтобы расческа в руках не скользила, особенно если вы работаете с мокрыми волосами. Многие спрашивают у меня, что вот это за дырочки. Это дырочки также разметка. Понимаете, вот сантиметр, 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 сантиметр. Если вот так вот внимательно посмотреть на это, смотрите.
Вот я даже ее так поворачиваю таким углом, чтобы вы видели, что дырочка закончилась. Вот она. Вот закончилась дырочка, над ней сантиметр. Закончилась дырочка, над ней сантиметр. То есть это по факту имитация той же разметки. 1 сантиметр, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Потому что вы крутите руками расческу в разных направлениях. То так держите ее, то вот так держите ее. И чтобы вы не искали на обушке этот сантиметр, то вот таким образом производитель позаботился о нас, о мастерах, и создал вот такую разметку. Какое еще отличие между этими двумя расческами? Отличие вот в чем. У этой обушок тоненький или спинка достаточно тонкая, а у этой спинка уже помощнее, и ее легче держать в руках. Кто-то спросит, какую же конкретно из этих расчесок надо приобретать. Вы видите, что у них расстояние между зубчиками одинаковое, что здесь, что здесь. Но расчески отличаются друг от друга по размеру, а это значит, вот эта маленькая расческа для маленькой руки, а это побольше расческа для крупной руки. Понимаете? То есть, если у вас маленькая ручка, вы можете пользоваться вот такой расческой. И вам будет удобно ею пользоваться. Если у вас покрупнее рука, вы мужчина или крупная дама, естественно, и рука у вас будет крупнее. И чтобы вам удобнее было держать расческу в руке, вы можете приобретать расческу, которую вы будете реально ощущать своими пальцами. Это очень важно, кстати, в работе, и к этому надо относиться внимательнее. Следующие две расчески, это тоже, как видите, из одной, так скажем, серии. Они абсолютно идентичны, разница только в длине. Эти расчески называются комбинированные. Между этими зонами мы видим не очень большая разница. Ее хорошо видно вот так вот. По сравнению с этими расческами разница не такая значительная. Это говорит о том, что эти расчески предназначены для стрижки редких волос, потому что редкие волосы надо расчесывать именно частыми зубьями. Смотрим, какая особенность у этих расчесок. Разметка нанесена на лицевую часть расчески с одной стороны и с другой стороны. На этой расческе то же самое. Следующий момент. У них разница в толщине. Они более толстые, более плотные и более упругие по сравнению с предыдущими двумя расческами. И третье отличие. За счет того, что обушок или спинка расчески уже толще, то и ширина зубчиков, не расстояние между зубчиками, а вот эта ширина зубчиков. То есть сами зубцы вот в этой части, они уже более широкие. Если посмотреть на вот эту расческу, то тут зубчики вот здесь вот по ширине мы видим, ну, совсем тоненькие. Вот здесь уже помощнее зубцы. И это говорит о том, что нам будет удобно расчесывать длинные волосы или средней длины волосы. И они не будут высыпаться из этих зубцов. Если кто видел мой видеоролик, где я сама себя стригу, так я отчесывала себе волосы именно вот такой расческой. Волосы из этой расчески не выпадают. А также я этой расческой работала вот в предыдущем ролике, где я выполняла каре на удлинение благодаря вот этой расческе. Я на руку волосы не вычесывала, а работала исключительно этой расческой. Для точности стрижки лучше работать на расческе, чем нежели на руках. Так что, если кто не видел, посмотрите эти ролики. Какую из этих расчесок выбрать? Вы видите, что у меня они обе присутствуют, и я очень часто пользуюсь и этой расческой, и этой. С этими расческами, я надеюсь, понятно. Следующая расческа. Вот она такая. Эта расческа также комбинированная. У нее обушок полностью весь рифленый и имеет определенную такую впадину, такую борозду, так скажем. И за это место очень удобно
держать эту расческу, то есть она не выскальзывает, когда мы будем работать по длинным волосам. У этой расчески две зоны, одна зона с частыми зубьями, другая с уже прям хорошо заметными редкими зубьями. По сравнению с этой зоной, эта зона гораздо реже. Длина этой расчески 21 сантиметр. Естественно, она предназначена для длинных и средней густоты волос. То есть редкие волосы вот этой зоной уже не расчесывают. Такие редкие зубья для более густых волос. Следующая расческа, это вот расческа. Из этой серии это самая дорогая расческа. Во-первых, у нее разметка вся нанесена на лицевой части спинки или на лицевой части обушка. С этой стороны, вот этой стрижете, у вас и просто так видны эти сантиметры, и разметка нанесена. Также у нее вот есть такой зубец. Вообще расчески с таким зубцом уже считаются классом выше. Я уже говорила, что такой зубец лично для меня очень удобен. Я им прекрасно отделяю пряди, и они получаются очень ровно отделены друг от друга. Очень классная расческа, конечно, не зря она дороже всех остальных. То есть эта расческа предназначена как для редких волос, так и для густых волос. Следующая расческа вот такого плана, она идет размером 20 сантиметров. Она также комбинированная, и у нее вторая часть, где редкие зубья, вы видите, какое большое расстояние между зубчиками, чуть менее 5 миллиметров. Эта часть расчески предназначена для расчесывания очень густых волос. Также есть сторона для расчесывания редких волос. На обушке нанесена разметка с одной стороны и с другой стороны. Все для удобства. Обушок сам рифленый. Производитель молодец, постарался. Следующая расческа, это, конечно, мега расческа для супер длинных волос. Размер ее 25 сантиметров. Вы видите, что она тоже комбинированная. Одна зона предназначена для стрижки редких волос, а вторая зона предназначена для стрижки густых волос. На обушке нанесена разметка, что с одной стороны, что с другой стороны. Вот они, эти мои золотые расчески, на которые я сейчас молюсь, потому что мне очень удобно работать такими расческами. В общем, вот эта вот часть расчесок, это расчески для стрижки. Остальная часть это уже не стрижка. Что касается того, где можно приобрести эти расчески, я могу так сказать. Когда мои учебные центры работали оффлайн, я закупала эти расчески оптом. Это оптовый был поставщик. Естественно, оптом вы этого покупать не будете, вам нужна розница. Я вам оставлю ссылку на розничного продавца этих расчесок в описании. Следующая расческа, которую я хочу вам показать, это расческа для стрижки под машинку или для стрижки машинкой. Также будет ссылка в описании. Какая особенность этой расчески? Во-первых, мне нравится, знаете что? Она очень твердая, настолько твердая, упругая, что прям чувствуется, что у тебя в руках хороший, надежный такой инструмент. Это первое. Второе, так как эта расческа под машинку предназначена, у нее размер ее полотна такой же, как размер у машинок. То есть лишнего не сострижешь. Очень удобная скользящая вот здесь поверхность для беспрепятственного прохождения машинки. И даже если у вас попадают мелкие волосы, то вы можете прекрасно продолжить стрижку машинкой и на ручке. Вы можете подстричь гораздо большее количество волос. Ручка сделана тоже полезным полем, по которому также можно стричь. Очень классная расческа. И знаете, у нее еще такая особенность удивительная. Не знаю, мне именно этой расческой мужские стрижки легче стричь машинкой. У нее между зубцами расстояние такое, какое мне удобно стричь. Толщина зубцов сделана таким образом, что волосы, попадая в эти расстояния,
очень хорошо стоят. И машинкой очень удобно стричь на такой расческе. Материал, из чего она сделана, называется карбон антистатик. Матовая поверхность прекрасно фиксирует волосы. То есть даже зубцы имеют вот тут внутри матовую поверхность, и волосы, которые попадают между этими зубцами, достаточно надежно зафиксированы, что даст возможность нам срезать волосы. В общем, мне эта расческа очень нравится, и это моя подруга. Я практически все стрижки мужские на расческе быстро стригу благодаря этой расческе. Вот она, такая замечательная расческа, моя красавица, всем рекомендую. Ценовая категория у нее невысокая, вы можете посмотреть на сайте у поставщика, что ее можно купить очень недорого. Называть цену не буду, потому что все там зависит от курса доллара, а они постоянно пляшут, поэтому просто сами посмотрите на цену, уже перейдя на сайт этого поставщика. Я надеюсь, я вам ответила на ваши вопросы, что касаемо расчесок. Надеюсь, ролик был для вас полезным. Bye-bye, everyone! С вами была Ева Лорман, и до встречи в новых видео. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.